Если вы сейчас в поиске старого классического шипрового аромата, но в то же время звучит современно, дорого, роскошно, пахнет чемоданом с миллионом долларов, то это шипропалатин от компании MDCI. Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, рад вас всех видеть на нашем канале парфюмерном. В этом видео я расскажу про последнюю мою покупку, очень удачную, роскошную. Это была такая история. Недавно прилетал сюда наш друг Алексей, и мы какое-то время проводили вместе, гуляли по городу и решили зайти в парфюмерный наш любимый магазин. Вообще не думая о покупке ни о какой. Мы когда туда пришли, обратили внимание на этот аромат MDCI шипропалатин. Их осталось всего лишь два флакона, 2 штучки, именно с бюстом. Вот. И Алексей первый решил купить этот аромат, так как у них остался один, и такая информация, то, что больше не будет завоза вообще этого аромата у них. И я не удержался, и все-таки, долго посовещавшись, так как аромат совсем не дешевый, но и в то же время он пахнет действительно на $1 миллион, и пахнет именно самими долларами в чемодане. Давайте я не буду затягивать и покажу, что это за флакон. Флакон, от которого вы возбудитесь, 100% у вас все возбудится. Смотрите, здесь сам бренд, название шипропалатин. Сейчас приближу, чтобы это было ближе и не так отсвечивало. Коробка, она немного такая магнитная на самом деле. Такая примагничивается. И смотрите, какой флаконище. Какая красивая жидкость такого коньячного цвета. С таким бюстом. Это, кстати, второй уже аромат шипровый, купленный в этом году. Первый аромат, когда мы путешествовали в Армению, именно были в Ереване, купили местный шипровый аромат, называется Пиш-Шипре, персиковый шипр. И он действительно звучит классно, современно. Вообще, вот не оторвать нос. Здесь очень красиво обыгран персик с дубовым мхом, такой сладостью приятной. И что бы хотел бы сказать, вообще, какое-то время я до этого года, 2023, как-то обходил стороной все шипровые ароматы, они мне не нравятся, потому что я думал то, что я еще не дорос до шипровых ароматов. Все-таки считаю, что шипровые ароматы больше к людям ближе к 40 лет, которые... И я такой думаю, для меня это еще сложные ароматы такие. Вот. И в этом году у меня в голове все что-то переклинило. Я решил то, что шипровые ароматы мне стали очень нравиться. Я их раскусил, по сути. Вот. И я в этом году, как-то у меня началось такое направление покупок, именно ароматы и флаконы, чтобы был с бюстом. Да, вот сейчас я расскажу про Penhaligon's. Вот. Да, вот мне очень нравятся флаконы с головами животных, именно портретная линейка Penhaligon's. Да и вообще мне нравятся флакончики, чтобы крышка была очень необычной формы, очень красивой, чтобы вот вы взяли флакон и вы уже получили эстетическое удовольствие визуальное от самого флакона и вообще и тактильно, чтобы это было все очень приятно. И вот я нашел буквально недавно этот аромат, где такой мужик, такая крышка в форме бюста, в плане какой-то римской, греческой такой статуи, да. И
Выполнено, кстати, это неплохо. Это не типа полупластика, полугипса, позолота, все. И выглядит вообще этот флакон как будто из какого-то Версальского замка привезенный. Как будто ими раньше пользовались императоры, короли. Вот. И сам вот флакончик сейчас покажу, как. Он такой округленный, здесь название Париж, это французская марка MDCI. И вот сам бренд. Здесь уже название самого аромата Шипропалатин, 75 мл, концентрация Eau de Parfum. И еще в магазине, в котором мы купили, Алексей купил себе этот аромат такой же. И у них это были 2 флакона с этими бюстами, последние. То есть больше не купить. И в других магазинах он продается, этот же аромат продается, но уже там обычная крышка. То есть там нету крышки именно с этим бюстом. И я вообще считаю, если вы уважающий себя парфюмерный коллекционер, парфманьяк, и вы решите купить этот аромат, покупайте именно с бюстом, потому что вся фишка именно вот в этом бюсте. Еще у них есть другие ароматы у этого бренда от OMDCI. У них есть еще женский бюст. То есть это больше уже такие женские ароматы для женщин. Что бы еще хотел бы рассказать? Он суперстойкий. Вообще, вот нанесли его утром, он до ночи будет с вами. Он может пережить даже душ. Он так хорошо остается на коже. Как я вначале сказал, это звучит винтажно, очень красиво, очень шипрово, но в то же время современно. Он уже там настоялся, этот аромат. 4 года продавался в магазине. У них было всего лишь 6 флаконов именно с этим бюстом. И вот мы купили последние 2. Все, у них больше нет. Какие там ноты? Альдегиды. Альдегиды в основном добавляют винтажные ароматы. Кстати, забыл сказать. Сделал его известный парфюмер Бертран Дюшафюр. И считаю, это его просто произведение искусства парфюмерное. Создать такой роскошный аромат. И он... Я не знаю, я уже им пользуюсь целую неделю. Вот действительно, пользуюсь с ним неделю. Просыпаюсь с утра, наношу на себя и просто, знаете, просто охереваю, как мне это нравится. Это действительно очень круто пахнет. Я не побоюсь этого слова. Вы можете его купить вслепую. Скорее всего, он очень многим людям понравится. Несмотря на его вот эту винтажность, он, да, уходит в направление старых герленов. Это вот, возможно, Мицука Герлен. Шалимар я бы не сказал от Герлен. Я не люблю, кстати, направление шалимаров у Герлена. Я вообще их не понимаю, мне они вообще не нравятся. Слишком для меня навозные, слишком очень много там животины какой-то. Вообще не мое. Да и, если честно, флаконы у них, вот соу-соу, 50 на 50, не моя эстетика, не люблю я такой стиль флаконов. Мне вот нравится вот так вот, чтобы было вот флакон, вот с таким бюстом, вот таким красивым коньячным цветом. Так, ну ладно, отвлекся, какие там ноты. Есть очень много цветов. Роза, ирис, жасмин, гордения, гиацинт и бессмертник с гальбанумом. Фрукты есть, клементин и слива. Вот здесь очень много всего. Касториум здесь, да. Когда вы его наносите, давайте я его сейчас распылю, покажу, как он распыляет. Распыляет он вообще шикарно. Это вот действительно вот идеально. Все здесь, все идеально. Покажу, как облачко. Очень красиво все распыляет. Сразу чувствуется кожа. Кожа здесь очень красивая. Действительно, вот такой чемодан с долларами. Вот пахнет роскошью, богатством. Я бы сказал, что он больше подойдет для мужчин. Хотя он заявлен как унисекс. Он подойдет больше для мужчин. Есть небольшая сладость за счет бензоинов, вот за счет смол. Сразу чувствуется касториум.
животинка здесь есть, но животинка такая, она такая умеренная, она такая роскошная, она такая приятная, она не отпугивающая. То есть ее слышно, здесь чувствуется такой бобер, но в то же время из-за того, что здесь очень много цветов, вот эта вся животина завалена букетом большим, роскошным цветов, розы, белых цветов, лаванды. И вот этот весь букет, он переливается с этой животинкой. Рядом лежат корзины с фруктами, слива, мандарины. И это все так вкусно пахнет, так сочно, так же переливающе, свежо, альдегидно. Здесь есть какая-то немножко замыленность, но эта замыленность, она такая благородная и приятная, вот пахнет очень-очень дорогим мылом в отелях, в гостиницах. Я не знаю, если вы коллекционер ароматов, обязательно он должен быть в вашей коллекции. Этот аромат покупайте даже не глядя. И покупайте именно вот с этим бюстом, с этой. Их на самом деле уже не так легко найти, именно с бюстом. С обычной крышкой до хера. В любом магазине можно купить и не мучиться. Но крышка, она стоит денег. Она тоже не дешевая. То есть этот аромат пахнет супер дорого. Он не дешевый. Но я вас уверяю, это как вот купить, я не знаю, очень дорогую вещь, которая вам принесет действительно большое удовольствие. Вот этот и парфюм. Он дорогой, но он принесет вам большое удовольствие. Эстетическое, обонятельное, вообще все. Мне это очень нравится. Так, он такой смолисто-амброво-шипровый. И он действительно пахнет амброво-смолисто-шипровым. Хотел бы сказать по поводу возраста. Подойдет ли он для молодых людей? Возможно, я дорос уже. То есть мне уже за 30 лет. И я, возможно, дорос и умом, и телом. Да? Но в то же время мне почему-то кажется, что даже вот этот винтажный аромат подойдет и молодым парням и девушкам. Почему бы и нет? Это вот не Шанель, как я раньше говорил, что это даже как Шанель номер 5. Даже для молодых девушек это будет красиво звучать, вот это винтажный аромат. Вот такая же история и про это все. В заключение. Что бы я хотел сказать в заключение? Покупайте. Я бы его полностью рекомендовал, даже не побоясь этого слова, что вы можете купить его вслепую, заказать на официальном сайте, в каких-то соседних магазинах. Этот аромат ни на что не похож. Вот вообще ни на что. Его там сравнивают с Мицука от Guerlain. Его сравнивают то, что он похож на Рожа Дав, на опиуме в Сен-Лоран, Рожа Дав Дягилев. Я Рожа Дав Дягилев не нюхал, не могу ничего сказать, похож он или нет. Но я как знаю, что Рожа Дав Дягилев стоит еще дороже, чем вот этот аромат. А флакон там отстоящий. Мне не нравятся вот эти их флаконы у Рожа Дав. Эти кубические, непонятные крышки какие-то. Эстетика вот этих Рожа Дав мне она не нравится. Тем более за такую цену. Вот это намного красивее, благородно, роскошно. Не хочется просто поставить на стол и любоваться этим. Да? Заключение. Спасибо, что посмотрели мое видео. Поставьте лайк, если было интересно и понравилось меня слушать. Напишите комментарий, какой у вас любимый шипровый аромат. Я как раз сейчас в эту тему шипровых ароматов начал углубляться, интересоваться, изучать именно шипровые ароматы. Вот в моей коллекции уже 2 шипровых. Один Сканян, Пише Шипре, и один вот этот. Возможно, вы мне порекомендуете еще какие-то шипровые классные ароматы, чтобы я в дальнейшем их поразнашивал, поизучал. Вам отличного, классного настроения, роскошного вечера, дня. С вами был Слава. Всем goodbye.